Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Эта сила – власть несбывшегося. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких и туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Об этом думал я, бродя по городу и неизменно попадая в гавань. Гавань всегда обещает. Войдя в порт, я, кажется, мне различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены букшприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песня, демонический вопль сирены – все полно страсти и обещаний. А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшийся, таинственный чудный олень вечной охоты. Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я писать эти страницы, я наблюдал, как швартуется пароход. Среди суетящихся пассажиров, гор багажа и сбитых на сторону шляп, медленно, задумчивым интересом к происходящему сошла девушка. Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом, привлекательное, с твердым выражением, длинные ресницы, спокойно веселых темных глаз. Ее два чемодана были водружены прямо на мостовой поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно. Люди суетливого, рвущего день на клочки мира сразу же подбежали к ней. Они кричали, ворочая глазами. Она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное, и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию. В этой сцене чувствовался глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Не скрою, я был расстроен. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо может быть отмеченное особым законом, и что, став в тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть несбывшееся.
странной толпе чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил я утром в отель «Дувр». Алло. Отель «Дувр», слушаю вас. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, к телефону Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». Анну Макферсон? Да-да. Вы ошиблись. В нашем отеле не останавливалась эта дама. Простите, вероятно, я спутал имя, выполняя поручение. Я имею в виду красивую темноглазую девушку в блузе с матросским воротником и синей шелковой юбке. Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась Биче Сениэль. Биче Сениэль? Да-да. Благодарю вас, извините. Биче Сениэль уехала. Я опустился в кресло, внутренне застегнувшись, и пытаюсь увлечься книгой, по первым строкам, которые видел уже, что предстоит скука счетом из 500 страниц. Поэтому я с радостью принял предложение доктора Филатера скоротать вечер у его знакомого Стерса. Мы уселись на террасе играть со Стерсом в карты. Доктор отказался. Нет, друзья, вы играйте, сражайтесь. А я посмотрю, что сделает на этот раз Гарвей. Так, вы покупаете? Нет. Ничего? Ничего. Хорошо. Я тоже не покупаю. Смотрите, не проиграйте, Гарвей. Да, тут надо держать ухо востром. Так, я повышаю ставку. Принимаю. Что у вас? Бегущая по волнам. Я вздрогнул. Это было как звонок ночью. Простите, вы сказали что-то сейчас, Филатер? Я нет, что вы. Я вообще никогда не мешаю игроку думать. В таком случае я не понимаю. Что-нибудь случилось? Случилось? Да, случилась интересная вещь. Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. И в это время я услышал... Да, я услышал сказанные вне или внутри меня слова. «Бегущие по волнам», их произнес незнакомый женский голос. Любопытно. Любопытно? Мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представления необычные. И тут я начал испытывать томительное и тревожное желание немедленно удалиться. У меня разболелась голова. Я ухожу и оставляю доктора допивать вино. Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Бегущие по волнам. Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания. Легкий ночной ветер кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. За молом я увидел стройное парусное судно. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей
и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно «Джентльмен». Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, так мне представилось, с той девушкой. Воспоминание о той девушке не уходило. На этот раз оно возникло отчетливее, чем всегда. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы и всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. Бегущая по волнам. Бегущая по волнам, по волнам. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Убедившись, что я имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Я ничего не решал, но знал, что сделаю. И мне это казалось совершенно естественным. Встав, я подошел к трапу и громко сказал: «Эй, на корабле!» Рано утром я поехал к Филатору. Только с ним я мог говорить о делах этой ночи. Что с вами, Гарвей? Мне кажется, что с вами что-то произошло. Да. Между конторой угольного синдиката и углом набережной стоит замечательное судно. Ну? Я увидел его ночью, когда мы расстались. Так вот, название этого корабля можете себе представить? «Бегущая по волнам». Как? Это не шутка, Гарвей? Нет. Ну, позвольте. Ничего, я слушаю вас. Оно стоит там и теперь. Да. Да. Есть продолжение? Конечно. Я был на корабле. Когда? Сегодня ночью, в 3 часу. Я просил капитана, его зовут Вильям Гесс, взять меня пассажиром на корабль, но он отказал мне, мотивируя тем, что корабль принадлежит не ему, а некоему Брауну. Брауну. К тому же Вильям Гесс был очень резок и груб со мной, и тем не менее вы согласитесь, что я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием. Да, да, все это так. Но положение щекотливое, Гарвей. Впрочем, мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Я напишу сейчас Брауну письмо. Томас Гарвей, вручитель всего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Здравствуйте, капитан. Очень рад вас видеть. Вы были у Брауна? Да, был. Вот письмо, которое он просил передать вам. Угу. Следовательно, вы устроились. Я искренне рад за вас.
Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я надеюсь. Я вижу, вы любите море. Море. Когда произносишь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гельгю. Когда вам будет угодно перебраться на судно? Я бы хотел перевести вещи немедленно. Пожалуйста. Простите, капитан, я хотел бы узнать размер платы. О, относительно денег я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии. Мне показалось, что в глазах Геза сверкнула острая искра удовольствия, когда он назвал такую сумасшедшую цифру. Но я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гезу 200 фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему. Хорошо, я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива. Итак, это дело решенное. Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны. При солнце или при дожде, все равно. Бегущая по волнам шла на резком попутном ветре. У компаса ходил Гесс. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся. Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Синкрайта, штурмана этого корабля. У него было хитрое и неприятное лицо. Доброе утро. Доброе утро. Как спали? Спасибо, хорошо. Быстро идем. Да, только я не совсем представляю себе течение рейса. В каюте капитана есть подробная карта. Я вам покажу. Мне не хотелось лезть к Гезу, относительно которого следовало даже в мелочах держаться настороже. Но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении и принести карту. Пойдемте со мной. Вот. Вот в этой вот папке лежат все карты. Это не то. Это тоже не то. А вот это то, что вас интересует. Вот, смотрите. Спасибо. Я слышал, что вам все равно, куда мы плывем. Поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание. Мне это действительно все равно, но это не мешает законному любопытству, не правда ли? Я стоял у стола, склоняясь над картой. Машинально взглянув на фотографию под стеклом, я увидел изображение девушки, сидевшей на чемоданах. Я узнал ее сразу. Снимаясь, она улыбалась, и след улыбки остался на ее светлом лице. Хотя я видел девушку всего раз на расстоянии и не говорил с ней, это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня тяжело и неестественно.
Отсюда идет течение. И даже при слабом ветре можно сделать... От 10 до 12 миль. Синкрайт. Да? Ваша вахта началась 4 минуты назад. Ступайте. Я покажу карту. Бегу. Как вам нравится Синкрайт? Синкрайт, как всякий человек первого дня пути. То есть человек, похожий на всех. Угу. Дрянь человек. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к той девушке. Его несколько злобное утомление исчезло. Он вынул из нижнего ящика стола скрипку. Если будет очень противно, скажите немедленно. Я молча ждал. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Играя, Гесс встал, взгляд его, блуждая, остановился на портрете. Я услышал резкие гордые стоны, жалобу и призыв, смолкающий напев о былом. Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг рядом с Бутлером, старшим помощником капитана. Это был единственный симпатичный человек, которого я мог вовлечь в интересующий меня разговор. Не хотите ли сигару? Спасибо. Надо сказать, что «Бегущее по волнам» самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть. Оно было бы еще лучше для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Но этот корабль для прогулок. Нед Сенниэль строил его для своей жены. При имени Сенниэль у меня перехватило дыхание. Видите ли, дело в том, что род ныне умершей жены Сенниэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гельгю. Те были выкинуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущие по волнам». Ага. Значит, эта история отчасти фамильная. И жена Сенниэля выбрала для корабля тоже такое название. Лет 5 назад Нед Сенниэль разорился, продал корабль Гезу. Угу. И Гез с самого начала был капитаном «Бегущий». Простите, Гесс купил это судно тоже для своей жены? Да он никогда не был женат. А что это вам пришло в голову? Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни? Ну, так это дочь Сенниэля. Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка. Через несколько дней «Бегущая по волнам» опустила якорь в бухте Дагона. После того, как взяли груз, к подвесному трапу подплыла лодка с 3 женщинами. Они сидели театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерелье. Гесс получил гостей. В каюте Геза, где стоял портрет неизвестной девушки, участники оргии собрались в полном составе. Я решил уединиться и не выходить на палубу. Взял перо, бумагу и сел к столу. Господи.
Однако хозяева становятся бесцеремонными. Добрый вечер. Хотите повеселиться? Я намерен установить простые дружеские отношения. Нет смысла жить врозь. Прошу, у нас очень весело. Капитан Гесс, я прошу вас навсегда забыть обо мне, как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл, и оправдание. Более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя, но я тоже свободный человек. И если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав. Вы нанесли мне оскорбление. Еще никто... Вы выказали мне презрение, и этого я вам не прощу. Даю слово, что вы раскаетесь. Да. Но если ближайший день не переменит всей этой грязи в хотя бы подобие спокойной жизни, самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Но уже этой ночью все было кончено. Я сидел в шлюпке, которую волны уносили все дальше от корабля, и восстанавливал в памяти события этой злосчастной ночи. Вскоре после ухода Геза я должен был выйти из каюты, чтобы прекратить скандал, затеянный под моей дверью. Гез бил женщин. Я вынужден был схватиться с ним. Не удалось одолеть его. Я тут же вернулся в каюту и запер за собой дверь. О, Господи! Кто стучит? Это я, Гэс. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло. Послушайте, если вы действительно раскаиваетесь, то скажите мне то же самое, только завтра утром. Я клянусь вам. Вы можете мне поверить, я стыжусь себя. Я готов сделать все, что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку. О, Господи. Я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Однако, не выпуская револьвера из рук, я стал на пороге и открыл дверь. Держите его! Кажется, я имел глупость вам поверить. Поднимите револьвер! Я был обезоружен и притиснут к стене. Вы меня ударили. Вы все время оскорбляли меня. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить меня. Вы немедленно покинете судно, не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь. Вы затеваете убийство, но помните, что до догона никак не более 100 миль. Если я попаду на берег, вы дадите ответ суду. Сколько угодно. За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных обстоятельствах вы появились на корабле. Этому есть свидетели. Покинуть бегущую по волнам тайна в вашем духе. Этому тоже будут свидетели. Подлец! Давай шлюпку! И вот теперь я сидел в шлюпке и смотрел, как удаляются огни корабля. Полный мрак окружал меня. Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть.
капитан Гесс. Довольно, что я так хочу. Эй, вы на шлюпке! Забирайте ее! Не знаю, как он это проделал. Эй, вы на шлюпке! Я не удостоил его ответа. Эй! Ну скажите ему сами, черт подери! Гарвей, подайте шлюпку к трапу. Я еду с вами. Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть женщина из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни человека условиях. Я подал шлюпку и ухватился за трап. Забирайте вашу подругу. Вы, я вижу, ловкач. Осторожно, я прошу вас, осторожно. Разорви меня, черт, если я понял, как он ухитрился это проделать. Плывите куда хотите. Я от души желаю вам накормить акул. Убийца, ты еще ответишь за эту двойную гнусность. Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб. Он получит пулю. Я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить. Прочь от корабля. Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно. Но больше всего меня занимал теперь вопрос: кто и почему сел со мной в эту шлюпку? Что вы теперь чувствуете, Гарвей? Гарвей, вы меня знаете? Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант. Фрейзи Грант. Скорее мне следовало бы спросить вас, как чувствуете вы себя в этой проклятой шлюпке посреди океана? Вы знаете, я был потрясен, я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас там удержали насильно? Насильно? О, нет, нет. Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного. Я не могу знать что-нибудь о вас, Фрейзи, против вашей воли. Если вы захотите, если это возможно, вы мне расскажете. Это неизбежно, Гарвей. Но только подождем, хорошо? А сейчас вы, конечно, хотели бы увидеть, кто это непрошенное сидит с вами. Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча, поставила его между нами и сбросила покрывало. О, я никогда не забуду ее внезапную красоту. Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка. Кружевное платье оттенка слоновой кости, открытые гибкие плечи, маленькая нога в золотой туфельке. Казалось, не среди опасности морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы. Это удивительная фигура. Я смотрел
слыша стук своего сердца. Вдруг меня охватил страх. Не бойтесь, Гарвей. Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Голос ее изменился, он стал мне знаком. И я вспомнил, когда слышал его. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гильгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сэниэль? О, да. И вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко. А теперь я вас оставлю. Но волны, одни волны кругом. Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче сверкала ее рука. Для меня там одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассветом. Все ли еще собираете свой венок? Не скучно ли вам на темной дороге? Что мне сказать вам? Вы здесь. Это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас? Об этом говорить нельзя. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Прощайте. Фрези! Фрези Грант! Назад! Она была на воде. Ее медленно относило волной. Прощайте! Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась. Уже не совсем ясно я видел, как быстро и легко она бежит прочь, совсем как девушка в темной огромной зале. В 11:20 утра на горизонте показалось небольшое судно. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным. Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил.
Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Шкипер, он же хозяин судна, Финиас Проктор, имел 6 человек, которую звали Дейзи, была племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Табагану, помощнику шкипера, ее признанному жениху. Все это я узнал потом. А теперь я стоял на палубе среди славных людей, не менее взволнованных происшедшим. Теперь вы в безопасности. Мы держим на Гельгю. Ну, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой? Ну, вы знаете, мой случай совершенно особый. Зовут меня Томас Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гельгю, на судне, бегущее по волнам, под командой капитана Гезе. И, видите ли, был им ночью сажен на шлюпку. Один? Да. Как же это произошло? Как это произошло? Я рассказал им подробности ссоры с Гезом. Да его надо было просто убить. И вы не отвечали бы за это. Гез конченый человек, он лишился рассудка, если мог поступить так. Какое злодейство! Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас. Мои люди тоже будут свидетелями. Конечно. Как вы говорили, что бегущий по волнам идет в Гельгю, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Я первая вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, как будто лодка висит в воздухе. Ой, Господи! Надо же вас покормить, а у меня еще ничего не готово. Вы приходите через полчаса, хорошо? Какая славная девушка. Да. Она что, ваша дочь? Почти что дочь, если она не брыкается. Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне, это значит править 2 рулями. Но у нее очень хороший характер. Попробуйте вот это. За ужином создалось словоохотливое настроение. Пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Слышал я много басен. Да и теперь еще люблю слушать. Однако вот над некоторыми из них задумываешься. Вот слышали вы о фразе «грант»? О фразе «грант»? Да. Нет. Нет? Нет? Давайте расскажем Гарви о фразе «грант». Ну, Больт, это по твоей специальности. Да, никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрейзи Грант. Ну да уж. Сколько раз ты ее рассказывал? 1502. Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, у нас гости. Смотри, отличись. Постараюсь. Итак, лет 150 назад из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрейзи. Так вот, адмирал Фосс был в пути 1,5 месяца, когда на закате увидели остров, который ни в каких картах не значится. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но он был прекрасен, как драгоценная вещь. Он был из желтых скал и голубых гор замечательной красоты. Капитан к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов. Берег был без бухты и отмели. Фрейзи Грант стала просить капитана, чтобы он пристал к острову. «Мисс», — сказал капитан, — «я могу открыть Новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы». Фрейзи Грант хотя была доброй девушкой, однако в ней сидел женский черт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей. Слушайте, сейчас начинается. Совершенно верно, Дейзи. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент.
Вы так легки, сказал он, что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног. Пусть будет по-вашему, сэр. Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там и сдержу его или умру. Прощайте. Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу. С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Это не так трудно, как я думала. Прощай, милый отец. Прощай, моя родина. И вот с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрейзи Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дейзи, возьми платок и вытри глаза. Я всегда плачу, когда доходит до этого места. Вот и вся история. С тех пор пошел слух, что Фрейзи Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение. Между прочим, тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни. Вы слушали, как кошка-мышь. Может быть, вы ее встретили, бедную Фрейзи Грант? Кружевное платье оттенка слоновой кости, маленькая нога в золотой туфельке. Однако, что, Дейзи, вот тебе задача. Именно так она и была одета. Вы раньше слышали эту сказку? А Фрейзи Грант? Нет. Наступил последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней. Вот и все. Да, вот и все. Гарви, было ли вам хорошо здесь? А как вы думаете, Дейзи? Никак. Судно маленькое, довольно грязное. И никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать лучшего. Скажите, а почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях? А чтобы у вас стали круглые глаза. Нет, не все вы рассказали нам о себе. С вами в море что-то случилось. А чего-то мне вас жаль. Дейзи, а вы не ошиблись. Ну, вы знаете, я сейчас не в том состоянии, чтобы вам рассказывать. Не могу так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море. А сделаю это в Гельгю. А вы верите, что была Фрейзи Грант? А вы, Дейзи? Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. И скажу, почему. Ну, а я думаю, что это могло быть. Нет, вы опять шутите. А я верю, потому что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: да, человека не понимают. Кто не понимает? Все не понимают. И он сам не понимает себя. О, смотрите, Дейзи,
Мы подходим к Гельгю. Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Играл оркестр, звенели гитары, рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Вот так Гельгю! Какая нам, можно сказать, встреча! Ой, смотрите, ракета! Ура! Я никогда в жизни не видела таких вещей. Как бы это узнать? Эй, на катере! Приблизьтесь, если не трудно! И объясните, от чего вы не можете спать! Да не в масках! Вы видите, что женщины все в масках, а мужчины в таких странных костюмах? Да, вон это. Видите? Слушайте, скажите, почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло? Они действительно ничего не знают. У нас карнавал, понимаете? Это карнавал, джентльмены, по случаю столетия основания города. Спешите на берег. Едем, все едем. Едем. Гарви, вы, наверное, тоже стремитесь попасть скорее на берег, да? Разумеется. Ничего не остается другого. Конечно, все едем немедленно. Ура! Я умираю от любопытства. Я иду переодеваться. Карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана. Это было прекрасно. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, памяти которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением моих мыслей. Я был в неизвестном городе, чувство, которое я особенно люблю. Проктор с матросами уселись в баре, Табагану и Дези, танцующие от нетерпения, я пожелал хорошенько повеселиться, и теперь я шел один, не торопясь, погрузясь в заразительную яркую суету происходящего. Песни, струны, звук поцелуя, крики вдали. Таково было настроение Гельгю этого вечера. Неподалеку виднелась площадь. Туда стремилась толпа. Через головы, перемещавшиеся впереди меня, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Когда я подошел ближе, я увидел высеченную на пьедестале надпись. Она состояла из 3 слов: «Бегущая по волнам».